Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить утиные грудки с апельсиновым соусом. Для нашего блюда нам понадобятся такие ингредиенты. Вот такие у нас утиные грудки, у нас 6 штук. А для соуса понадобятся апельсины, что сок и цедру, мука, мед, горчица, специи и травы, такие как розмарин и тимьян. И, конечно же, подробный рецепт я напишу в описании под видео. Для начала мы хорошенько промыли утиную грудку. Далее нам надо убрать лишнюю влагу, обсушить их. Мы берем бумажное полотенце, вот так промакиваем. И видите, у нас тут вот такие вот перышки. Мы их обязательно все будем чистить. Вот так. Сейчас я займусь тем, что буду проверять, где есть вот такие вот у нас перышки. Мы их прочистим и высушим. Я решила использовать вот такую газовую горелку. Так будет намного эффективнее. Вот так. И так быстрее будет удалять наши вот эти вот лишние перышки. Я промыла еще раз грудки и промакиваем от лишней влаги наши грудки вот эти. Угу. Подготовим мясо для обжарки. Первым делом мы, вот посмотрите, убираем вот эту вот часть. Она при жарке будет нам мешать. Итак, убираем. Лишнюю кожу тоже убираем, вот эту. Вот эту. И нам надо сделать надрезы по коже. Вот так, смотрите. Делаем неглубокие надрезы, так, чтобы не доходить до филе. И это и красиво будет после жарки, и даст шкурке полностью выделить утиный жир. Сначала вот такие надрезы, а потом наискось. Вот так. Вот так. И так мы будем делать все грудки наши. Видите, у нас получается вот такие вот надрезы на всех грудках. Я вот делаю последнее. И вот если у нас тут лишняя кожа, тоже мы удаляем вот так. Эти кусочки, которые остались, мы их не выкидываем. Они нам понадобятся. Можно делать и плов с них. И очень вкусные бульоны получаются. Поэтому не выкидываем. Я вот делаю надрез уже на 6-й грудке нашей, и можно обжаривать. И заранее я уже включила духовку. Духовка нам понадобится где-то на 15 минут, уже после жарки, после того, как мы уже все пожарим. Сейчас нам надо посолить вот так с 2 сторон. Мы должны посолить и оставить на 10-15 минут для того, чтобы грудка хорошо промариновалась. Теперь с этой стороны добавляем соль. Вот так. Добавим черный молотый перец. Совсем немного. Тоже с 2 сторон. Вот так.
Друзья, грудка утиная у нас хорошо промариновалась. Сейчас мы включаем газ на самый минимум, чтобы у нас огонь вот так вот был, минимальный. И не дожидаясь, пока нагреется сковородка, сразу на холодную сковородку накладываем утиную грудку без масла. У нас сухая сковородка, кожицей вниз. Вот таким образом у нас растопится весь жир утиный. И жарим в течение 10 минут. Пока жарятся наши утиные грудки, мы займемся соусом. Для начала нам понадобится цедра апельсина. Мы натираем только вот эту оранжевую часть. Вот так. Такой ароматный апельсин, вообще так пахнет. Нам надо будет еще апельсиновый сок. Мы сделаем вот такие вот две половинки. Так как у нас 6 грудок, нам понадобится 2 апельсина. Если грудок будет меньше, и одного апельсина тоже будет достаточно. Идем выжимать сок. Друзья, конечно же, также можно еще использовать пакетированный сок тоже. У нас грудка поджаривается еще чуть-чуть, еще несколько минут, и мы можем перевернуть уже на другую сторону. Посмотрите, сколько жира выделилось от наших утиных грудок. Наши утиные грудки жарились ровно 10 минут. Мы переворачиваем на другую сторону, а с этой стороны мы будем жарить в течение 5 минут. Вот так. И смотрите, что мы делаем. Вот это образовавшийся жир сверху вот так поливаем. Вот так жарим еще 5 минут. Приготовим наш соус. Добавляем палочку корицы, где-то полную чайную ложку меда. Вот так. Чайную ложку горчицы. У нас горчица острая. Вот так. Далее добавим апельсиновую цедру и апельсиновый сок. Так, хорошенько перемешаем. Тоже вот ставим на минимальный огонь. И ставим на газ, и хорошенько постоянно помешиваем и варим. Смотрите, с этой стороны хорошо поджарилось. Мы поворачиваем, запечатываем со всех сторон. Вот с этой стороны немного вот так придерживаем. И точно так же все кусочки. Пока я соус мешаю, смотрю, что уже утиная грудка готова. Мы отправляем заранее застеленный фольгой противень. Накрываем вот так и продолжаем жарить остальные наши грудки. К этому времени уже соус хорошо варится. Мы сейчас добавим остальные ингредиенты. Друзья, посмотрите, сколько у нас жира образовалось. Этот жир очень полезный. Мы ни в коем случае не выливаем этот жир.
Очень вкусная получается картошка жареная на таком жире. Смотрите, вот так хорошо закипел соус. Чтобы добавить густоты соусу, мы разбавим холодной водой 2 столовые ложки муки. Так, мешаем. Чтобы не было комочков. А также можно вместо муки использовать кукурузный крахмал или картофельный крахмал. Вот так мешаем. Чтобы не было комочков, я решила эту муку с водой через ситечко. Смотрите, очень удобно вот так перемешать. Видите, все комочки у нас расходятся. Вот так. И сразу же быстренько мешаем соус. И смотрите, прямо на глазах соус густеет. Вот так вот, смотрите. Убираем с огня. И нам остается сюда добавить еще кусочек сливочного масла. Вот так. Где-то 30 грамм масла, я думаю, хватит. Все, мешаем. У нас получился такой ароматный апельсиновый соус. В конце мы уберем вот эту палочку корицы. Вот так. И смотрите, у нас вторая партия утиной грудки тоже хорошо поджарилась. Мы переворачиваем на другую сторону. Еще 5 минут жарим с другой стороны. Друзья, я только что попробовала соус. Апельсины у нас слишком сладкие получились. Все, видите, зависит от вкуса апельсина. Хочу добавить немножко соли. Вот буквально щепотку соли, красного сладкого перца и совсем чуть-чуть. Вот у меня тут есть очень острый перец. Мне кажется, так будет соус кисло-сладкий, такой приятный очень. Добавим еще красного острого перца. Перемешаем. И соус готов. Посмотрите, вот такой у нас консистенции соус. Густоту соуса тоже можно регулировать. Если нравится жидкий соус, можно чуть меньше муки добавить или крахмала. А если густой соус, значит у нас получился средней консистенции такой. Но не забываем еще, когда соус остынет, он станет еще гуще. Ой, тут такие ароматы, вы не представляете. Смотрите, сколько у нас жира образовалось. Перекладываем утиные грудки сюда в противень. Вот так. Для более ароматного вкуса, выключаем газ. Для более ароматного вкуса мы добавим несколько зубчиков чеснока, вот такой розмарин, вот так, и веточки тимьяна. Накрываем фольгой, чтобы все соки оставались внутри. И отправляем в заранее разогретую духовку на 180 градусов, режим вверх-вниз, на 10-15 минут, не больше.
качестве гарнира вот такая картошка. Посмотрите, мелкая картошка. Мы будем жарить на вот этом утином жире. Сначала немножко сварим не до готовности. Минуты 3 будем варить, а потом будем поджаривать на вот этом жире, который у нас остался. Поставим на газ сейчас. Хорошенько промыли, обязательно нужно промывать. И вот так. Как закипит, с момента закипания минутки 3. Картошка у нас кипела 3 минуты. Мы достаем, перекладываем. И немножко вода стечет. И будем жарить на вот этом утином жире, масле. Подогрели масло и перекладываем картошку для того, чтобы поджарить со всех сторон. У нас картошка полувареная. Смотрите. Сейчас я все переложу сюда и поджарим. Выключаем духовку. Утиная грудка запекалась в течение 15 минут. Вот так. Посмотрим сейчас, как у нас тут. Посмотрите, какие у нас здесь ароматы. Вот такая у нас красота получилась. Смотрите, какая сочная. Сейчас мы сделаем надрезы и посмотрим, как внутри. Посмотрите, какая у нас картошка. Хорошо поджарилась. В самом конце мы немножко будем солить. Сейчас мы еще не солили, ничего не добавляли. Сейчас мы посмотрим, как внутри, какая у нас грудка. Я возьму вот этот кусочек. Посмотрите. И делаем надрезы, знаете, вот наискось. Так, мне кажется, красивее будет. Видите, какая сочная грудка утиная. Смотрите, сколько сока. Вот так. И сейчас я покажу, как мы будем сверху поливать соусом. Присаливаем картошку. Она уже готова. Сейчас мы добавим соль по вкусу, немножко красного перца для цвета аромата и немножко черного перца тоже для вкуса. Перемешаем. И ровно через 1 минуту можно уже доставать и пробовать. Все, картошка готова. Вот такая у нас получилась золотистой корочкой, очень ароматная, вкусная картошка на утином жире. Выложим на блюдо, в которое будем подавать вот так порционно. Посмотрите, вот так мы выкладываем. Вот так красиво. Поливаем сверху, видите, вот этот вот соус. Соус я попробовала, очень вкусный получился.
такой кисло-сладкий, очень нежный. Выкладываем листья рукколы. Сверху на листья рукколы выложим ягоды клюквы. Утиная грудка с клюквой очень вкусно получается, хорошее сочетание, нежное тоже. И жареная картошка. Вот посмотрите, вот так у нас получается. Смотрите, как красиво, вкусно. Вот такое ароматное и очень вкусное блюдо у нас получилось. Утиные грудки с апельсиновым соусом, с таким салатом, с жареной картошкой. По-настоящему, по-праздничному, по-домашнему очень вкусно получилось. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много полезных, вкусных и домашних рецептов.